Ведутся настройки какими-то архангельскими силами. Архангел Михаил. Первый раз вот у меня на канале. Я чувствую, что он так как бы стоит. Значит, я открываю дверь в свое сердце, в свой дух и свою душу, чтобы начать этот разговор. Он говорит, что этот разговор, он как бы ведется постоянно, но он не видел возможности подойти ко мне близко. И сейчас он увидел такую возможность подойти ближе. Он говорит, что я присутствую в твоем сердце, и в сердце каждого человека. Но люди сейчас настолько, как сказать, разноуровневые, настолько сложно как бы говорить, что я присутствую со всеми, что сейчас я говорю, что я присутствую с тобой. Вот я чувствую какое-то присутствие, но не слышу никакой информации, которую буду передавать. Он говорит, просто присутствуй. Нет, видимо, нет такой текстовой информации. Есть энергетическая информация, которая перерабатывается внутри твоего существа. Поскольку ты позволила сейчас свету войти, продолжается работа. Какая-то балансировка полей была, я не знаю, какое-то наполнение от Михаила. Вот, есть ли что-то, еще раз запрашиваем, есть ли что-то, что передать? Иисус, я Иисус, следующий с вами по всем вашим путям. Присутствую с вами здесь и сейчас, так же, как вы присутствуете со мной. И то, что я скажу сейчас, относится к каждому из вас, так же, как относится ко мне. Нельзя описать все ситуации, в которых вы оказываетесь, все проблемы жизненные. Но можно описать духовный закон, по которому строится ваша жизнь. Оно звучит так. Ты пожинаешь плоды своих духовных деяний. Ты узнаешь во всем происходящем самого себя и возвращаешь себе себя. И чем дальше ты двигаешься, тем более активно это происходит. Тем более ты осознаешь, что во всем встречается тебе, ты встречаешь только самого себя. Принимай этот путь с радостью, как дар тебе. Потому что на самом деле это путь Отца, который ты повторяешь в своем опыте. Этот закон, этот луч, он находится внутри тебя. Вот я же он так умонтирован от нижней чакры до горловой. Как такой луч, он как бы вставлен внутрь нас. А что это? Это луч осознанного служения. Узнавание в мире самого себя. Он говорит, прислушай ту тишину, которая находится в твоем сердце. Для этого нужно время, чтобы услышать ее. Ты слышишь, что ты ничего не слышишь из постороннего. Ты слышишь только вот эту тишину. Будь в ней сейчас. Пусть ты ничего не видишь и ничего не чувствуешь пока, но просто будь в ней сейчас. Какой-то цветок выходит оттуда, как похож на лотос. Что это? Это твоя индивидуальность раскрылась навстречу световой информации, световому потоку. Восприняла ее и начала так бурно, так вот из этой пустоты так цвести, прям такой куст огромный, так вот он прям вот так вот разрастается вообще до пределов вообще невероятных. Это твоя индивидуальность разрастается под лучом божественного служения. А куда это все растет, можно узнать. Оно растет в Отца. Оно растет бесконечно. Оно растет по направлению к своему началу, то есть к самому себе. Вот этот куст, который, значит, расцвел. Я вижу вот такой куст лотоса, это вот эта наша индивидуальность расцвела под лучом этой божественной воли божественной. Два ангела по краям. Один как бы защищающая сила, а другая сила кормящая. Вот эти два ангела, они как бы взращивают вот эту нашу индивидуальность сейчас. Они ухаживают сейчас за этим кустом, потому что он должен как-то воспитаться все-таки для того, чтобы как-то войти куда-то на другой, перейти как-то на другой уровень, на другой этаж. Ну, говорит, вот сейчас мы подходим к понятию Троицы. Триединой основы мира.
которые мы часто касаемся как бы в жизни, но несознательно. Вот этот цветок — это сын, это луч — это мать, а источник — это пустота в сердце, в этой модели, как будто в этом сейчас то, что мы говорим, это отец. Просто он проявлен тут сейчас как пустота. На самом деле, как понятно, что это все. Он просто до такой степени освободил место, чтобы цветок почувствовал себя всем, а он стал пустотой. До такой степени он освободил пространство от самого себя, чтобы мы увидели отца как пустоту. Говорит, помните сейчас, что вот у вас в сердце есть такая божественная индивидуальность, вот этот цветок лотоса. Вот это те, кто делал эту практику вместе с нами, они должны это как бы реально ощутить и пережить. Что в их сердце находится вот это их раскрывшаяся божественная индивидуальность. Проявляйте ее во всем. Давайте ей, как сказать, больше пространства. Давайте ей как бы место цвести, давайте условия, чтобы она развивалась в вашей жизни, в ваших отношениях, во всем. Вот это и была сейчас цель нашей встречи. Он говорит, что когда этот цветок соединится, он уже соединен, но когда он как бы полностью сольется с Богом, то произойдет вот это возвращение блудного сына в счастье, в радости, в приятии. Начнется что-то другое, какое-то новое творение. Это не проповедь церкви, потому что сейчас новая церковь и новые законы. Он все равно говорит, что мы овцы, а он пастырь. Он говорит, вот подумайте, вот Бог устраняется, чтобы создавать что-то. То есть как он образует пространство пустоты, божественной пустоты. И вы также можете создавать это пространство божественной пустоты, чтобы в нем рождался вот этот новый цветок лотоса. Делайте это в вашей жизни. Потому что что есть в малом, то есть и в большом. Что есть как бы на Земле, то есть и в других пространствах. Создавая это как бы на Земле в этих условиях, это же самое проецируется на все миры. Потому что в духе же все едино, в духе же нет разделения, как в материи. И нет иерархии. Что создавать? Создавать пространство пустоты, как Бог создает пространство, чтобы в нем мог родиться новый цветок лотоса, новая индивидуальность. А ты хочешь спросить, кого это касается? Он говорит, что это касается, может касаться всего, может касаться и ваших детей, может касаться ваших каких-то отношений с вашими друзьями. Создавай вокруг человека такую атмосферу, чтобы он мог почувствовать себя цветком лотоса. Уподобляйся в этом Богу. Не навязывай себя. Создавай вокруг человека такую позитивную, светлую атмосферу своим присутствием. Как бы самоустраняйся. С тем, чтобы этот человек почувствовал себя в твоем поле как бы таким цветком. Это практика такая. К тебе пришел какой-то человек в гости. К примеру, в гости пришел странник. Просто твой друг, которому ты создаешь вокруг него такую атмосферу, чтобы он почувствовал себя цветком лотоса, ту практику, которую мы делали. Он пришел к тебе домой, в твой дом он пришел. Ты создаешь вокруг него вот эту божественную пустоту. То есть ты сама как бы уходишь, и как индивидуальность, ты уходишь, чтобы он почувствовал себя как дома, в Боге. Что такое пустота? Любое пространство имеет свою активную сторону, выпуклую, и обратную, такую как вогнутую. И то, и другое божественно. И ты как существо, как любой человек, как существо божественное, как бы, претендующее на божественность. И также имеешь вот эту активную солнечную сторону и другую. Ты можешь повернуться вот этим наделяющим светом стороной, а можешь тоже, это тоже божественно, повернуться стороной обратной. Она называется сияющая пустота. Это тоже божественно. Но в этом ему легче почувствовать свою индивидуальность, ему легче увидеть себя. Он говорит, представь, что ты ночью идешь. Кому-то хорошо петь на солнце, а кому-то хорошо петь ночью. Но Бог, это дуальность, это наши, как сказать, атрибуты. И то божественное, и другое божественное. Он говорит, если по-простому тебе сказать,
Когда к тебе приходит человек, создай такие условия, чтобы он мог расцветать и чувствовать себя в центре Вселенной. Ухаживай за ним так, как будто он цветок, который вырос в центре Вселенной. То просто он единое имеет две стороны, проявленную и непроявленную. В непроявленной, как в женщине, рождается божественная индивидуальность. Уподобляйся Богу и создавай условия для того, чтобы рождалась божественная индивидуальность в твоем непроявленном. Все. Что еще нам хотят сейчас передать? Ну вот сегодня с вами говорили о божественной индивидуальности, о цветке лотоса, и о том, как этим цветком лотоса создавать вокруг себя эти цветки лотоса и делиться этим. Мы, как вы же полностью как бы духовные существа. Осознавайте, давайте себе отчет во всей ответственности того, что с вами происходит, во всем, что с вами происходит. И вот во всех своих действиях. Давайте будьте ответственны за все ваши действия. Но потому что существа духовные, от ваших действий как бы зависит, как бы много что зависит. Вы такие же, как мы. И работайте, создавайте световые пространства вокруг себя и внутри себя. И аминь.